Этот клан полностью захватил абсолютно весь сервер Crystal Craft, поэтому сегодня мы докажем, что они не самый лучший PvP клан, и на протяжении 2 недель от начала вайпа мы будем развиваться, и в конце мы пойдем PvP 6 на 6 кланами. Ну и первое, что нам нужно, конечно же, сделать, это сразу же построить где-то дом, и я выбрал деревню, я хочу найти деревню с жителями, чтобы расторговать у них починку, так как я думаю наперед, и нам для всех, абсолютно всем понадобится починка, потому что я уверен, что сеты будут очень быстро ломаться, так что погнали сейчас искать деревню. После 20 минут поисков я наконец-таки нашел деревню, и теперь главный вопрос это где я буду жить. Ну и выбрал я, конечно же, домик там, где у нас был картограф, потому что из него я сделаю библиотекаря и пытаюсь получить починку. Поэтому сейчас я буду тут обживаться, поставлю сундучки и сделаю это своим главным домом. Так, ну что ж, наконец-таки починку я смог выбить, но, к сожалению, я его нечаянно ударил, из-за чего он повысил цену. Но это все будет со временем исправляться, то есть он будет со временем понижать цену. Также сейчас давайте я его закрою вот в такой вот клетке, запривачу дом и сложу сет повелителя и сет ютубера в сундучки. Ну и в принципе у меня уже база готова. Ну и также давайте купим сейчас шар фермера, чтобы он у нас был. Но это чистая база, которую нужно иметь в каждом вайпе. Также сделал вот такой вот огород, где я с помощью шара фермера его выращивал и продавал морковку, собранную либо же скупщику, либо же расторговывал жителя, чтобы получить изумруды для покупки починки. Ну и также я увеличил свой огород тем, что добавил я ферму тростника и добавил ферму тыкв. Ну и теперь давайте купим первые наши 2 починки. Так, давайте покупаем первую книжечку и покупаем вторую книжечку. Все. Ну и теперь также я пошел в ад, и сейчас буду искать тогда назаритовые обломки, чтобы потом сделать себе назаритовую броню и назаритовые сеты. Так, ну что ж, сейчас идет у меня получается 8 обломок, давайте сейчас его выкопаем, и все. Я пока что поспешных выводов делать не буду, и пока что переплавлять их не буду, потому что может быть у меня скоро будет божественная печь, но в любом случае 8 обломков у нас есть, и оно удвоит их в целых 2 раза. Так что в принципе, можно сказать, у нас с вами есть уже назаритовый сет. Ну и также я себе решил сделать чаровальную комнату, и для этого я сейчас себе тогда под землей ее как раз выкопаю. Вот, все, давайте, получается, копаться. Сейчас еще лопату возьмем. Вот. Все, и будем там вот внизу строить нашу чаровальную комнату. Вот, ну, примерно давайте вот сюда спустимся, и вот здесь будем копать. Также после того, как я зашел на следующий день, то всех моих жителей, во-первых, убили, потому что их тут нигде не было, и их истребили абсолютно во всей моей деревне, чтобы вы понимали. Вот, но, как оказалось позже, это просто такой баг, что все мобы абсолютно не спавнятся на следующий день после того, как ты их нашел. То есть в том доме, в том доме, в том доме нигде не осталось больше жителей в моей деревне, то есть их надо будет искать. Также я слил кукусика, да, потому что, ну, как бы, ну а чё, мы с синдикатом враги, потом она откинула перку, ну я такой подумал, ну ладно, хорошо, я попытался, но не тут-то было. На меня напал пельмень, когда я вообще не был готов, поэтому мне пришлось сейчас откинуть перку, выпить хотя бы зелье огнестойкости, чтобы я не горел, но он опять сюда вот пришел, как вы видите, и, как вы понимаете, то у него было намного больше шансов, чем у меня, то есть мне надо было только нормально как-то перку откинуть, как вы видите, с чем я не очень сильно справлялся хорошо. Вот, и также у него был шар Самайна, меч, кристальный меч, и также Незер КЗ-5, а у меня просто какая-то дефолтная алмазка с кита повелителя. Тут я, конечно, попытался зайти в траву в регионе и понадеяться, что он в меня не попадет, но, как вы понимаете, софты есть софты, он в меня как-то попал через, я не знаю, вообще траву. И потом я откидываю перку на крышу, он кидает за мной, но я его скидываю и выигрываю тем самым время, но он начинает меня стрелять с лука. Но я пытаюсь как-то мансить, пытаюсь как-то уворачиваться. И уже вот здесь я кидаю перку на крышу, бегу и у меня лагает. Да, чтобы вы понимали, у меня залагало. Я это сначала не понял, но потом, когда я увидел, что режим боя остался на 26 секундах, я понял, что все, меня, кажется, уже слили, что в принципе и произошло. Я такой сижу и думаю, ну, либо сейчас кикнет, либо меня уже слили. И у меня наконец-то прогружается все, и, как вы понимаете, меня сливают, да еще и украли 30 тысяч долларов. Так что, ну, это было как будто бы читаемо. Надо было просто лучше перку откинуть, я не знал, почему я этого не сделал.
Ну и что ж, теперь я наконец-то чарую свой нагрудник на починку. И также я получил жителя, который торгует шипами. И поэтому я теперь могу также поставить шипы на броню. Но в будущем я, конечно, об этом пожалею очень сильно. Но в любом случае, давайте сейчас починим. И у нас теперь с вами есть такой незаритовый нагрудник абсолютно на все зачары. Также делаем сейчас еще один незаритовый слиток. Берем ботиночки, делаем стол кузнеца. Ставим его и улучшаем наши ботиночки до незаритовых. Ну и также давайте сейчас возьмем и зачаруем их также на починку. Теперь у меня есть вот такой вот крутейший просто сет. Ну и также у нас сегодня был ивентик, поэтому я подключился и смогу получить в конце 50 снежинок и потом, ну, душ, сколько я нафармлю. То есть снежинки вы получите просто за участие. То есть вы можете одну первую волну просто простоять, потом ливнуть, и после окончания ивента вы сможете получить 50 снежинок. Так, ну что ж, у нас тут остается буквально 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте я бафу силку и погнали тогда пехаться. То есть, ну здесь у нас довольно просто простенький ивент, то есть тут нужно просто киллять зомби, которые с каждой волной будут просто усиливаться и... ну, их, конечно, будет меньше, но они будут сильнее и быстрее. Поэтому я пройду, наверное, волны 5. И на этом, в принципе, все. Так что давайте погнали. Сейчас просто будем моей тактикой фармить зомби. Давайте киляем этого. Все, замечательно. У нас пока что, ну, достаточно душ есть. И первая волна у нас, в принципе, пройдена. И теперь что ж, давайте тогда, получается, вторую волну ждать. И будем уже проходить ее. Короче, я думаю, под пятую волну у нас последняя, потому что меня тут прям уже жестко проносит. У меня и так уже 46 душ есть, так что я думаю, в принципе, мне такого количества хватит. Поэтому давайте сейчас я докиляю этих зомби, тем более вы просто посмотрите, как они меня броню снесли. Мне буквально шлем на 50% сломали, ну, я дальше думаю, я просто не выживу, и у меня просто броня сломается. Поэтому у нас остается, значит, еще 2 зомби. И давайте я просто посмотрю, как они добивают последнего зомби, и будем ливать тогда через команду event leave на спавн. И будем ждать тогда, когда ивент уже сам, получается, закончится. И мы с вами уже сможем тогда купить что-то за наши души и получим еще тем более 50 снежинок. Ну и также мы сможем, моя цель это накопить на сердце голема, чтобы полностью сделать весь сет на сердце голема. Так что давайте ждать, получается, и в принципе все. Так, все, у нас ивент закончился, 50 снежинок мне уже дали, как вы можете видеть. И мы можем с вами прописать вот такую вот команду Event Shop и что-то здесь выбрать. Ну, тут кирка зла, я думаю, ну, удачи 5, я думаю, не сильно нужна. Фермера у нас уже есть, золотые яблоки, мы и так скитов получаем. Пашник, бур, поглотитель и вот, кстати, сердце голема. Оно у нас полезное. Мы в видео со Смоки, оно его зарешало прям. Поэтому давайте я, наверное, сейчас куплю... Либо накоплю просто дальше, либо божественную печь. Да, давайте лучше божественную печь, она будет пока что выгоднее. Но на сердце голема я тогда буду копить, потому что ивенты 100% еще будут происходить, и даже очень много ивентов. Так что все, вот божественная печь, мы сейчас ее положим в ЯК, и у нас с вами будет хороший источник для дюпа, то есть легальный дюп на сервере. Так, ну и теперь получается, мы с вами прописываем квест 1, и я заберу награду с первой строчки, и сейчас скоро будем проходить тогда последний квест во второй строчке, и там ну, надо убить 100 фантомов. Ну давайте, я надеюсь, награда будет хорошая для ПВП, и... Что это за дресня просто? 6 гэплов, обычный просто дефолтный тотем, 24 книги. Да, ребята, да. Очень щедрая администрация прям в этом вайпе. Так, ну ладно, в любом случае, мы сейчас с вами киляем последнего фантома и проходим, получается, уже вторую строчку. Теперь погнали тогда на хом. И посмотрим, получается, с вами тогда награду. Но перед началом я хочу сейчас... прописать free, кто не знает, тут можно получить бесплатную награду за время, и забрать себе 100 тысяч валюты и ледяное сердце мороза, которое нам дает 2 броню, 0,5 скорость атаки и 20 отбрасывающей атаки. Давайте я ее сразу положу сейчас в ЕК, получается. Ну и что ж, теперь прописываем квест 1, забираем награду с второй строчки и поглотитель, ну кстати, поглотитель хороший, потом 2 звезды Незера. Ага. Пузырьки опыта, золото, порох. Что-то очень какие-то слабые награды. Но в любом случае, я покупаю сейчас еще 2 книги на шипы 3 у жителя. Теперь погнали, я иду домой.
Погнали, давайте, хом деревня. И сейчас я просто из ЯК беру еще 2 починки, беру вот эту вот броню и чарую теперь шапочку на починку, чарую шапочку на шипы. Все. И теперь я сейчас еще чарую ботиночки на починку и на шипы, делаю назритовые сливки и апгрейджу просто сейчас. И апгрейджу свою броню полностью до назаритовой. Так тут еще и сердце голема стоит на моей старой назаритовой броне. Просто вы просмотрите, 2 сердечка дополнительных. И это еще не на всей броне. Сейчас я еще на шапку и на ботинки наложу, и там вообще 4 сердечка дополнительных будет. Ну и теперь делаем комнату переговоров, конечно, комнату клановых переговоров. Где-то просто на РТП какую-то просто, ну, коробочку сделаем такую. Я не думаю, что нужно запариваться над стилем. И тогда потом пригласим Виталию и обговорим по поводу кланового ПВП. Здравствуйте, присаживайтесь вот сюда вот. Да, Боже, здрасте, здрасте. Можете команду сид прописать, да, во все. Значит, так. Я бы хотел вас спросить. Готовы ли вы сходить дуэль с нашим кланом, чтобы сразиться за честь самого лучшего ПВП клана? Так как ваш клан захватил целый гриф и не дает возможности развивать новые кланы маленькие, поэтому наш клан был создан только чтобы доказать, что даже слабый и маленький клан может победить настолько мощный, могущественный клан. Готовы ли вы принять дуэль на 6 или же 7 игроков? 6 на 6, как я понимаю. 6 на 6, да. Ну, у нас пельмени не будет, потому что он не хочет... Ну, он типа с вами, но просто в нашем клане, так что не волнуйтесь. Ну, пельмень не с нами, и это было одним из условий, что его участие полностью исключено. Да. Потому что... Ну, не, он именно мне написал, что он не будет вас бить. Так что он не против вас, как бы он... Я думаю, вас все еще уважает, ваш клан. И тебя. Ну, просто Вас. он испытывает чувство вины за свои косяки. Вот и все. В общем, посовещавшись со своими соклановцами, Ага. я могу сказать, что ребята готовы и хотят поучаствовать. Окей. Ну, 10 дней на подготовку сетов для всех ваших одноклубников, соклановцев хватит? Чтобы собрались, там Я уже думаю, могли ПВП друг другу там подучиться, может, я не знаю. я думаю, что этого будет более чем достаточно. Хорошо. Кто согласен принимать примерно из вашего клана участие в этом? В 6 игроков, напомню. В данный момент полный список я вам сказать не могу, Ага, но потом предоставлю. хорошо. Ну, вы должны быть готовы к тому, что вы проиграете. Ну, мы всегда готовы к тому, что мы проиграем, но мы всегда побеждаем, так что Ладно, ну все получается тогда. посмотрим. Переговоры Посмотрим, закрыты. кто победит. Что это было? Посмотрим. Окей. Так как теперь передо мной встал вопрос, что нам нужны всем абсолютно сеты, то это будет очень сложно сделать, так как клан Синдикат намного организованный в этом случае, из-за чего они намного быстрее соберут всем сеты, чем наш клан. Но я просто приложу абсолютно все усилия к тому, чтобы собрать абсолютно всем сеты, и на протяжении видео также буду показывать, как я всем даю сеты, как я всем собираю сеты там. И сейчас также надо посмотреть, кто у нас будет участвовать в битве, получается. Думаю, самый оптимальный вариант будет, конечно же, Айс. Я, потом, наверное, Рэй, потом Дерсен, Дев Принглс, ну и также Смоки тоже зайдет и поможет нам. Так что, в принципе, у нас 6 игроков готовы, нам осталось собрать только всем сеты. Я думаю, у Айса сет уже есть, так что нам осталось собрать, ну, мне еще сет 4 людям. Ну, хотя даже 3, потому что у Дерсена тоже сет есть. Так, ну и давайте первому я дам сет, наверное, Рэю, потому что у него как бы спайт, и ему сетик будет важнее. Я думаю, Назарит он за все это время сможет сам накопать, либо купить, так что пока что я ставлю его с Назариткой, и починку я, конечно же, ему тоже дам.
Ну и на РТП я нашел какой-то замес против пельменя, и здесь были соклановцы синдиката, так что я начал проносить нашу старшую хелпершу, бывшую уже, да, ее сняли недавно, и так как я доминирую в ПВП и вообще я самый лучший ПВПшер на сервере, то я ничего особо не боялся, тут я ливнул, ну просто чтоб отхилиться, да, у меня как бы бафов тоже не было, вы понимаете, да? Что, ну, Лолик на меня начал нападать, я как бы без бафа тоже, как, что я должен тут делать в такой ситуации? Ну и когда у меня прошло КД, я вернулся на то же место и решил скинуть еще раз Казинаку в эту трапку, но скинули в трапочку меня. И даже снесли тотем, ну, я вот как бы хорошо пэкнулся, но как бы, да, мне снесли тотемчик, но меня челик отпустил почему-то, он мне просто написал, что типа, ну, ладно, типа, беги, вот, и я, получается, прокинул перочку наверх, тэпнулся, и все, и теперь, получается, начал убегать, на меня Лолик с Казинакой начали нападать, я попытался как-то их проносить, но потом все же решил убегать, потому что, ну, как бы, они в Незерке, я в Алмазке, это тоже, как бы, ну, не сильно. И они, я думаю, тоже под бафами чуть-чуть были, так что тоже, ну, как бы, у меня вариантов не было. Так как у меня осталось только 2 перки, я вот прокинул очень плохо перку, сел на shift, но, как вы понимаете, меня Лолик догнал, и мы продолжили дальше ПВП. Потом я откинул еще очередную перочку, и побежал куда-то, прям побежал, как Дрим, просто спидранить. Тут еще Крости напал на меня со своим сетом выданным. То есть, и последнюю перку я использовал, думал, что я уже сбежал, но нет, Лолик ко мне тэпается, и Казинака еще тэпается. Я, короче, решил просто убежать, потому что ну, как бы у меня не оставалось больше никаких абсолютно других вариантов. Да, я уже второй раз от синдиката сваливаюсь. Но как вы понимаете, как вы можете видеть, синдикат тоже по факту, они берут только количеством, то есть они по факту не умеют особо сильно. И здесь была моя проблема, что я захавал стейк вместо яблочка, лучше бы захавал яблочко, и тогда все было бы хорошо. Но нет, и поэтому я за это поплатился, и меня снесли. Ну и что ж, получается, я прошел уже третью строчку квеста 1, поэтому давайте сейчас посмотрим награду, пропишем квест 1, забираем награду с третьей строчки, ставим и смотрим, что у нас тут. Зачарованное яблоко, регенерация. Да, как всегда, дресня. Ну и после того, как я отправился в Энд, я хотел пофармить себе немножко перок, чтобы они мне просто были как расходники. Но, зашел в этот портал, я вижу NCT, такой думаю, ну ладно, хорошо, он залутан уже 100%. Потом я чуть ближе подлетаю и понимаю, что здесь еще было дополнение, то есть к другому острову. Думаю, ну ладно, там литр опять не будет, потому что я уже кучу NCT залутал. Но, когда я прихожу, я вижу голову дракона и понимаю, что походу этот NCT вообще никто не залутал. Я, конечно же, спокойненько собираю голову дракона, получаю ее себе в инвентарь, вот. И потом бегу дальше, вовнутрь, смотреть, есть ли там правда элитры. Ну и давайте, захожу и... Да, ребята, я вижу элитры, чтобы вы понимали. Элитры, которые я не мог найти, когда я их специально искал, а когда я просто нечаянно искал, когда я просто тэпнулся перки по фарме, то все, то, ну, типа, мне сразу падают элитры. Поэтому я не упускаю такую возможность, забираю их. И теперь, ребята, у нас по факту с вами есть элитры, и мы, если что, во время ПВП сможем также на них улететь. То есть сейчас еще поставить на них починку прочность, и все, и по факту у нас просто останется чуть-чуть буквально собрать для всего сета, и все будет, в принципе. Так что, ну, вообще, топчик полный. Ребята, вы просто гляньте сейчас, какой будет эпичный момент. Я себе выключаю флай. И просто делаю жесткий ватердроп. Как по мне, я, ну, вообще лучший спидранер, и я должен был быть шестым охотником у Дрима. Ребят, вы не поверите, я слил весь свой сет на хот-зоне. Меня пельмень и злой пацак загасили. Это уже, если что, не первый раз, когда меня пельмень подводят так сильно. Но в любом случае мне нужно сейчас будет собирать новый сет. Так, все, я нафармил. Теперь чаруем на починочку, значит. Ну и теперь просто апгрейдаем обратно до незериточки. Все, замечательно. И теперь из ЯК
Берем шар. И, в принципе, я думал, может быть, мне взять лучше топор, потому что он будет быстро перезаряжаться и чуть больше урона наносить. Но если все же брать топор, то лучше купить вот этот вот топор из шопа. Вот, топор убийцы, чтобы он у нас был на остроту 6. Не ты мой сетик залутал на зоне. Просто и по возможности было бы круто, если бы ты мне хотя бы, ну, броню и меч вернул. Там пофиг на расходники, соберу как-то. Просто типа, ну, меч мне надо быть 3 был. Ну и броня на сердце голема фул. О. Если он сейчас меня затрапит. Ого. Ого. Сет не трогать. Сет Deadflix, сет It's Bull. О, спасибо. Боже, лучший. Спасибо. Огромнейшее. Просто. Что? Ну, я шарик, конечно, потерял, но я думаю, я куплю на аукционе. Эм... ГГ. Бур-бур, потопим просто, ребята. Я, короче, наверное, знаете что? Я, наверное, попрошу у Айса, чтобы он перенес мне сердце голема с этой брони на вот эту. Вот. И тогда уже, я думаю, это будет мой основной сет. Так, ну короче, я, получается, сет себе вернул, скажем так. Ну, мне тотемов только подфармить, золотые яблоки. Ну и все, в принципе, я думаю, мне шарик только купить нужно. Можно посмотреть, конечно, в шопе, но как будто бы можно купить вот в Сноу шопе. Шарик, голова наездника, типа, ну как будто бы бесполезно будет. Голова ледяного дракона. 4 брони, 4 твердости атака, нет. Ой. Нет! Я нечаянно купил голову Санты. Ну, знаете, ребята, так-то, в принципе, не сильно уж и плохо эта голова. Эм, но голова Снитча, вот тут 2 урона идет. Тут она как будто, ну, бесполезненько немножко. Голова Крампуса, защита 4, 5 броня, 1 урон. Ну, типа, вот это, кстати, тоже, ну, очень хорошее, в принципе. То есть, ну, тоже можно купить. Люди берут голову Снитча и голову Крампуса, но как будто бы тут 2 урона, тут 1,5 урона, то есть особой роли оно не играет. Ну окей, я думаю, мы тогда с вами купим голову Крампуса тоже. Я подготовлюсь настолько сильно к этому PvP, вы даже себе не представляете. Как вы видите, я сегодня был на венте, потому что мне немножко снежинок больше стало. Ну и короче, я вам покажу сейчас мой сет. Тут у нас идут вот такие вот зелья, короче, снежок заморозки, также будут еще идти бафы, также вот, ну, назаритовая броня на сердце голема и на починку, тотем будут также еще талисманы Танатоса, шарик, ну и теперь знаете, что мы с вами сделаем? Мы сейчас с вами прописываем Snow Shop и покупаем голову Крампуса. Эта голова нам с вами дает 4 хп, также если мы сейчас вот так вот это денем, то у нас будет с вами суммарно 3 хп. Вот, и также давайте сейчас попробую чисто наложить сердце голема на эту голову, хотя я думаю, что оно не получится. Не, нельзя. Нельзя поставить сердце голема на эту голову. Ну ладно. Типа тут и так как бы очень хорошие бафы. И смотрите по факту. Ну и по факту смотрите, то есть мы с вами будем очень хорошо доминировать, потому что у нас с вами плюс еще 3 дополнительного хп. Тут у нас идет урон, скорость атаки, то есть здесь у нас также идет урон, также идет броня. И еще смотрите, один плюс. Первый плюс этой головы, это то, что она, во-первых, нам дает 2 дополнительных сердца, потом также дает нам защиту 4, также дает нам 5 брони,
и 1,5 к урону. Чтобы вы понимали, незеритовый шлем дает нам только 3 брони, что, в принципе, тоже очень сильно скажется на нашем ПВП. Поэтому, так как тут еще плюс здоровье идет, то есть у нас с вами вот такой вот сетик получается на целых 3 хп, на очень хорошую броню. Сейчас я вам давайте расскажу, почему же голова Снича намного хуже, чем голова Санты. Первое, это 25% скорости. Так как я играю с полем зрением Quake Pro, и, ну, я не знаю, мне неудобно просто, у меня нету, если меньше, у меня нету просто ощущения того, что я разбегаюсь, поэтому вот так вот. И здесь у нас 25% скорости, у меня просто будет плыть абсолютно все, поэтому я не буду попадать. Так что я тоже скорки не бафу и в дуэлях. Тут 2 урона, ну а здесь у нас 1,5 урона. Ну то есть на пол урона как бы тоже очень большой разницы не делает. Плюс 3 скорость атаки. Здесь у нас идет плюс 4 скорость атаки. Тут минус 3 максимального здоровья, а здесь у нас минус 1,5 брони. Но как будто бы лучше потерять здоровье, чем броню, потому что броня нас защищает. Так что вот это вот есть мой сетик. Я думаю, что этот сетик, в принципе, будет хороший. Я думаю, он себя очень хорошо покажет. Давайте сейчас посмотрим, сколько стоит сердце голема. И тогда, может быть, его продадим просто. Сердце голема у нас стоит 149 кристаллов. Ну, давайте его за 1,5 миллиона продадим. Ах, сел. Короче, ребята, ко мне сейчас Кукусик подошла. Она хотела... Она хотела что-то как-то поговорить. Вот, ну я сейчас посмотрим, короче, что она скажет, потому что как бы на мече я сейчас не соврал, что там проклятие утраты стоит, как бы. Ну вот, фарм меч, меч бойца, тут стоит проклятие утраты, как бы там. Это да, по поводу этого всего ща. Первое, что хотела сделать, здесь у меня, блин, пожалуйста, на работай. У меня пинг 0. Можешь ко мне топнуться? Наконец-то. Да, наконец-то мне все начало работать. О. Ты вот не мог подойти и поговорить просто, нет? Так ну а что ты тут начинаешь фигней Надо заниматься? было меня звать в тот момент, когда я стрим запускаю. Ты угораешь? Можешь же какое-то уважение иметь к медиасоставу, вот к другу? Я же к вам имею уважение, я же вам не мешаю на стримах, на Так- записи роликов не мешаю. Так я не знаю, куда ты стримишь. Я не знаю твой Да план. блин! Ну это один вопрос, вот мне сейчас что делать, скажи, пожалуйста. Ливну? Короче, ты же мог подойти поговорить, я же просто угорала. Ну так, ну блин, ну реально, ну а что ты тут занимаешься? блин, Я можно время же было тратил. обсудить. Ты понимаешь, что ты мне солил фармеч и меч бойца? Да, у меня еще есть мечи на стату 6, я готова тебе их продать, да. Но фармеч мне кто вернет? Я этот фармеч кровью и потом зарабатывала. На. Потратил Ох, 200 спасибо. кристаллов. Только спрячь его в ЯК, пожалуйста. Козет. Если ты с сетом ходишь, возьми себе перки, возьми себе тотемы. Не надо с голым сетом просто ходить, чтобы тебя очень Я для легко слить. самозащиты хожу в броне, потому что я вот этот сливала. Рейд ходила. Все равно. Но, а меча бойца у меня нет, потому что проклятие утраты. Я могу тебе, конечно, броню вернуть сейчас все твое. Нет, не надо. Все нормально. Просто у меня еще есть мечи на стату 6, если надо, готова буду продать. Окей. Так я тебе броню Просто возвращать. только проблема в том, что они не бойцы, а просто скитов эти мечи. Ну, а пофиг, мне просто страта 6 нужна. Мне не важно, какой именно меч. Типа, мне просто, А. ну, страта 6 нужна. Нет, надо же было меня посливать, ну ё-моё, вот просто ужас какой. Да броню, кстати, мою не хочешь вернуть, а? Так я тебе сейчас сказал тебе вернуть броню твою. Ты сказала нет. Да. В смысле Ну, нет, да. Броню мою верни, блин, выставил за этот... За кошмарный прайс, блин. Никто у тебя и не купил бы ее за столько. так я специально выставил. Благодарю. Так, ребята, тут пельмень пригласил... блин.
Тут пельмень пригласил, типа, чтобы мы обменялись, типа, я ему кристальную сферу, потому что, ну, мне, короче, Бул разрешил обменяться, вот, и он мне дает меч кошмара на остроту 6. Так что давайте принимаем этот рейд, и получается, собираем полностью, абсолютно полностью наш сет. И сейчас просто вы просто посмотрите сейчас на сет. Теперь вы просто посмотрите. Просто голова Санты. Вот, ну, подождите, сейчас, стойте. Давайте я сейчас его возьму, этот сет наш, получается. Также сейчас я тут наварил кучу бафов. Типа вот так вот. Сейчас тэпаемся на спавн, и вы просто гляньте. Смотрите, одеваем голову Крампуса, одеваем вот это. Одеваем этот. Берем меч кошмара с вами. Элитры здесь у нас, получается, с вами. Кирка здесь, это здесь. Это здесь, это здесь. Пузырьки опыта у нас отправляются вот сюда вот. Потом наши тотемчики. Блин. Наши тотемчики, плюс тотемчики Танатоса будут лежать вот здесь вот. Вот так вот. Сейчас еще тотемы Танатоса. Вот таким вот образом. Потом паутина. Ну, тут у нас идут бафы. Тут может быть вот так вот. Здесь вот так вот. Ну, паутины у нас не будет с вами. Скажем, снежок у нас вот здесь, снежок заморозки. Потом все остальные бафы, типа силка, у нас находятся... Я просто сейчас не хочу перетаскивать, они сейчас забагаются опять. Ну, короче, вот здесь у нас силка находится, скажем так. Тут у нас все бафы. Вот, скажем, вот таким вот образом. И элитры мы с вами можем свапать вот таким вот образом, типа, что мы бежим. Потом берем вот так вот их, скажем, на двоечку, это на троечку. И потом здесь просто, ну, 2 нажимаем, чтобы оно поменялось. Ну и потом опять же фейерверк, и потом уже улетаем. Потом, если надо, опять же, двоечка. Здесь двоечка, троечка, и все, и опять, ну. То есть, в принципе, у нас с вами очень хороший сет. Я, конечно, еще, может быть, что-то добавлю, но как будто бы это уже просто, ну, очень хороший сет. То есть, перки 100% надо будет еще взять. Чуть-чуть больше яблочек. Чуть-чуть больше тотемов еще. И все, ну, ребят, ну это будет просто очень жестко. Тут, типа, еще меч кошмара я получил с вами, скажем так, бесплатный. Мне не пришлось 3 миллиона для кукусика платить. Вот. Вот, ну типа, смотрите, так как я играю на Quake Pro, у меня расплывается поле зрения, то так как тут у нас минус 15 скорости, а на скорке плюс 20 скорости, то если я ее бафну, то у меня будет обычная скорость и, ну, еще плюс 5%, ну, что не сильно повлияет прям. Плюс у меня еще есть с вами 3 хп дополнительных. Ну, то есть, это очень жесткий сет у меня на самом деле сейчас. Поэтому давайте я его сейчас даже заскриню на память. Вот. Так, ребят, ну что ж, сейчас давайте тогда... Сейчас давайте тогда сложимся, весь наш сет, вот этот вот. Так, паутинку мы уберем. Ну и в любом случае, давайте сейчас, я вот столько вот бамбука нафармил, давайте сейчас его весь сдадим нашему скупщику, посмотрим, сколько мы с вами заработаем. Значит, давайте сдаем первый раз. Получили 34 тысячи мы с вами. Ну, не прям много, я думаю, мы особо много бы не заработали. Еще 34 тысячи.
Ну и еще, это, чтобы вы понимали, за одну заходку. То есть 35 плюс 35 это будет 70 тысяч, плюс еще 20. Ну, 90 тысяч, ну, короче, почти 100 тысяч мы с одной заходки лутаем. В принципе, нормально, но было бы круто, если бы не надо было собирать так долго тоже. Так, ребят, ну и теперь мы еще раз идем переговоры с Виталием, потому что у нас осталось один день до ПВП, и поэтому нам надо обговорить, готовы ли их клан идти уже завтра на ПВП. Так что сейчас ждем Виталию, и тогда будем начинать наш переговор. Так, с того раза крышу так и не построили. Ну Ладно. ну. В общем, Я я слушаю. хотел спросить, у вас бойцы уже все готовы? У меня что-то с Всем 8 сеты или что, собрали? я понять не могу. У меня. В смысле? А что у меня с 8? У меня все нормально. Нормально вроде. Ничего не Не, менялось. ой. Слышно? Ой, ё-моё, что происходит? Ну слышно меня? Так, подожди. Подожди. Я ничего не... О, как. Так. А О, сейчас? слышу. Сейчас слышу, Вот да. все. Ну, багнулось, походу. Так, В общем, ну давай. у вас бойцы уже все готовы? Да вроде готовы. Хорошо, то есть я могу вам предложить пойти уже завтра, ну где-то после обеда по МСК в ПВП, на ПВП. Ну, я не знаю, просто надо собрать всех, тоже сложно будет, конечно. Но вообще завтра выходной или воскресенье тоже, чтобы все могли зайти. Ну, после обеда это маловероятно, скорее ближе к вечеру. Ну, вот так, да, где-то. Ну хорошо, то есть вы готовы, в принципе. У вас все смогут Ну, зайти. ну, надо сейчас конкретно каждого еще спросить, конечно Окей. же. Давай пока будем ориентироваться на завтра тогда. Хорошо, ну примерно где-то 16, 17, 18 по МСК, ну примерно к вечеру. Если Ага. так. Хорошо. Все. Так, а где будет проходить дело? Сегодня у Вася спрошу, он там хотел какой-то купол или что-то сделать. Нож или энтри поставить, но сегодня, думаю, должен будет сделать, наверное, я Ага. надеюсь. А, ну Ну, хорошо. если что, и просто на РТП. Не, ну на РТП неинтересно, надо какую-то арену небольшую. Ну, просто 6 на 6 человек, там, если проносить будут жестко, то надо будет ливать, а на небольшой арене ты особо никуда не ливнешь. Ну как, это же насмерть бой. Не, Чё ну ливать, так-то куда да, ливать? но отхилиться просто неинтересно будет, если ты такой 5 секунд после старта, тебя убивают, ты вот идешь отхилиться, и тебя, и все, и ты уже потерял сет. Просто, ну, хотя бы Ну, чуть-чуть растянуть чё? ПВП. Ну, разные ситуации бывают. Не, ну, арену в смысле, я вот строил арены небольшие обычно, там чанка на 4. Но можно на 9 чанков построить арену, нормально будет, в принципе. Есть куда вот бежать. Ну да. Ну, я еще спрошу сегодня. Угу, хорошо. Хорошо, все. Тогда до завтра. Хорошо, до завтра. И посмотрим, во-первых, награду квеста 1, последней строчки. Руна Танатоса, ребята, ну блин. Яйцо призыва Эндермена, незаритовые слитки 3 штуки. Ну, в принципе, ребята, на самом деле хороший. То есть, ну, руна Танатоса, типа, твердость брони и сопротивление к отбрасыванию, на самом деле, бред какой-то. Но зато у нас с вами есть вот такая вот невидимость, мы с вами ниндзя. Не сильно полезная сфера, я вам так скажу, но в любом случае ее мы с вами оставим. И так как мы скоро наиграем 100 часов, то мы сейчас первый покрутим кейс, а потом второй еще покрутим кейс. Но в любом случае, погнали тогда... Погнали тогда сейчас на Warp Quest. Открываем наш кейсик с подарком. Я надеюсь, нам кейс с кристаллами выпадет. Нам выпадает кейс с валютой. Ладно, пофиг, давайте полетели к кейсу с валютой. Вот. Смотрим, что нам выпадет с вами. Получается. Нам выпадает 10 тысяч. Туда просто. Просто на самом деле лучше, что можно себе представить.
Так, ну ладно, то есть смотрите, получается, смотрим. Я сварил тут бафы всему нашему составу, который пойдет на дуэль, на ПВП. Вот. Также, ну вот, короче, вот вы видите сейчас этот шалкер с этими всеми бафами. Также у нас сегодня будет встреча со всеми, то есть мы посмотрим сеты, проверим, как группа работает. И уже завтра, как вы поняли с переговоров, мы уже пойдем на ПВП. Но! Так как на сервер пытались сделать кибератаки и взломы 2 раза за 4 дня, то также база данных тоже не выдержала, там произошла какая-то ошибка, из-за этого весь мир абсолютно удалился, то есть, ну, весь прогресс, скажем так, и пришлось делать перевайп. Из-за этого мы не смогли пойти ПВП, и что же теперь это значит? Мы не пойдем ПВП, мы не выиграли, и цель этого видео не осуществлена? Нет. Понимаете, Виталий на стриме сам признал техническое поражение ихнего клана. И сейчас я даже вам покажу этот моментик. По идее, у нас ПВЕ клан как бы. И вот все, по сути, ПВПшеры у нас ушли. Так что, ну я не знаю, можно считать, что вы выиграли. Я надеюсь, вы поставите лайк этому ролику, потому что над ним действительно очень долго старался. И также подпишитесь на канал, это очень сильно поддержит мой канал. Спасибо.